Добрый день, дорогие друзья. Люди часто обращаются с просьбой рассказать про тейпирование, да, то есть накладывание тейпов на суставы. Спрашивают, хорошо это, нехорошо, полезно, не полезно, вредно. То есть как я отношусь к этому методу? А я к этому методу отношусь не отрицательно, но и не положительно. Почему? Рассказываю, объясняю. Дело в том, что с помощью тейпов мы просто снимаем нагрузку на мышцы. Но человека беспокоит что? Человека беспокоит боль и ограничение объема движения в суставе. Чем вызывается эта боль и ограничение объема движения? Мышечным напряжением. Вот. То есть причина этого – это мышечное напряжение. От того, что вы наложите тейп, наклеите, да, вам будет, вы чувствовать себя будете легче, будет меньше боль, двигаться будет легче, да, безусловно. Но причину-то вы же не уберете. То есть вы бьете по хвостам, опять-таки убираете следствие. Да еще за эти тейпы надо заплатить. То есть вы мало того, что не убираете причину, вы еще и платите. Да? А может быть лучше сделать статическую растяжку этой самой перенапряженной мышцы. Во-первых, это всего 2 минуты. Не нужно ходить там целый день с этим тейпом. А во-вторых, за это не надо платить. В-третьих, это можно сделать практически везде, и на работе, и дома, где хотите. Да? И в-четвертых, вы убираете причину. Вы убираете не только следствие, но и причину. Может быть, так проще? Поэтому я считаю, что надо не за тейпами гоняться и клеить на себя все, что попало, а нужно просто-напросто начать делать статические растяжки для перенапряженных своих мышц. Вот и все. Вот мой подход к теме тейпирования. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Каким образом стресс разрушает здоровье практически во всех отделах нашего организма? Вот об этом я вам сейчас расскажу. Но для того, чтобы понять, каким образом стресс влияет на наше тело, нужно понять, что такое вообще стресс. Стресс – это выброс гормонов стресса. Гормоны стресса, задачей выброса гормонов стресса является мгновенная подготовка нашего тела к повышенной физической активности, убегать со всех ног от опасности, либо драться за свою жизнь. Вот для чего выбрасываются гормоны стресса. Поэтому что они делают? Они повышают частоту пульса, повышают артериальное давление, вызывают спазм сосудов, мышечный тонус сразу резко повышают. Да? Для чего? Чтобы мышцы мгновенно могли отработать. Если происходит это самое убегание от опасности или драка за свою жизнь, мышцы работают, соответственно, они эти выброшенные гормоны стресса отрабатывают. Если они их отрабатывают, значит, после того, как дал физическую нагрузку, все, ты расслабился, давление упало, пульс замедлился, мышцы расслабились, все нормально, все хорошо. Почему? Потому что гормоны стресса отработаны. Если же от этой физической нагрузки не происходит, то гормоны стресса остаются в крови и продолжают свое действие. То есть пульс, частота, давление, мышечный тонус – все остается повышенным. Но помимо этого, эти гормоны еще обладают одним действием. Они, когда находятся долго в крови, они поражают сосудистую стенку. А в сосудистой стенке находятся факторы свертывания крови. Вы знаете, порезал сосуд, да, факторы свертывания вышли, и кровь затромбировалась. Да? Тромб образовался в этом месте, чтобы мы не истекли кровью. Так вот, когда поражается сосудистая стенка выброшенными гормонами стресса, эти самые факторы свертывания крови выходят в кровь, попадают в кровь. И получается повсеместный тромбоз. Поэтому люди и часто умирают от стрессов, от повсеместного тромбоза, когда не отработанный. Золотая коллекция вебинаров «Школы здоровья». Лучшие записи, доступ навсегда. Новые вебинары каждую неделю. Все самое важное о здоровье собрано для вас в одном месте, с доступом в любое время. Ссылка в описании под этим видео. Но поскольку наше тело-то не глупое, и оно это прекрасно знает, то, соответственно, для того, чтобы избежать этого повсеместного тромбоза и смерти, оно что делает? Оно выбрасывает в кровь повышенный уровень холестерина. Холестерин – это не вредное вещество какое-то, как нам рассказывают, а это как раз то вещество, из которого состоит стенка сосудов.
И таким образом выброс холестерина просто замазывает вот эти повреждения сосудов, чтобы мы не получили повсеместный тромбоз. Вот что делает. Именно поэтому, когда человек много нервничает и часто нервничает, у него всегда высокий уровень холестерина. Врачей учат бороться с этим высоким уровнем, потому что никто не знает вот того, что я вам сейчас рассказал, из-за чего он повышается. Да? И врачам рассказывают, что он повышается из-за того, что люди много едят. Вот. Из-за того, что вы много поели, поэтому у вас высокий уровень холестерина. Да? А на самом деле мы с пищей получаем не более 15% всего холестерина, который у нас есть. 85% холестерина вырабатывается в нашей собственной печени. Это официальные данные, можете посмотреть. Это все давным-давно все изучено. Только врачам об этом никто не рассказывает. Вот. Их учат рассказывать людям сказки, что вот вы много жирного едите, поэтому у вас высокий холестерин. А о том, что высокий уровень холестерина в крови связан со стрессами, врачи не знают, им никто об этом не рассказывает. Вот. Поэтому они пытаются бороться с холестерином путем назначения препаратов, статинов, которые снижают уровень холестерина. Хотя, опять-таки, практика. Есть статья одного из профессоров Первого Московского мединститута, который прямо пишет, приводит статистику, что в группе людей, которые принимали статины, смертность на 35% больше, чем в группе людей, которые не принимали статины. Нормально? То есть это на треть, больше, чем на треть смертность со статинов идет. Представляете себе? Но как в стандартах были прописаны статины при высоком давлении, так их продолжают назначать врачи. Потому что врачи обязали это делать. Скажите, что это делается мировой системой медицинской для того, чтобы люди были здоровы. Давайте вместе посмеемся, или вернее поплачем, потому что это скорее печально, нежели смешно, когда вот так целенаправленно, конкретно убивают людей. Хотите узнать больше? Продолжайте смотреть, чтобы не упустить важные детали. Вот, дорогие друзья, соответственно, что помимо того, что мы знаем, еще происходит при стрессе. Вот. А чисто внешне, то, что вот мы сами чувствуем, что происходит? Спазмируются зубки, вот так вот. И мы, когда нервничаем, говорим сквозь зубы. Почему? Потому что напрягаются вот эти мышцы. Эти мышцы смещают височные кости вперед, передняя ротация височных костей, передавливается венозный отток из полости черепа, повышается внутричерепное давление, гидроцефалия. Если человек много нервничает, у него будет вот здесь гидроцефалия внутри черепа. То есть головной мозг уже работает в ненормальных условиях. Вот. Эти мышцы зажаты, да? Нарушение питания, нарушение кровоснабжения десен, зубов. То есть вот это все. Здесь все передавлено, как ком в горле. Да? Почему? Потому что тоже все зажато. Щитовидка не будет работать нормально. Почему? Потому что стресс вызывает спазм диафрагмы. Соответственно, нарушается отток, лимфатический отток из полости малого таза, а там находятся яичники. А нарушение работы яичников приводит к нарушению, к возникновению всевозможных расстройств в щитовидной железе. Да? Вот щитовидка не сможет работать. Желудок и двенадцатиперстная кишка одновременно спазмируются, соответственно, открываются клапаны между ними, да, сфинктеры. Вот. И будет идти заброс из двенадцатиперстной кишки в желудок, из желудка в пищевод, изжога, отрыжка и так далее, и так далее. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А если хотите еще больше знаний о здоровье, загляните в золотую коллекцию вебинаров. Все самое важное и полезное в одном месте и с еженедельным обновлением. Ссылка в описании под видео. Нарушение оттока желчи, потому что желчевыводящая система спазмируется тоже при стрессе. Соответственно, будут возникать камни в спазмированном желчном пузыре. Соответственно, нарушение акта дефекации или, наоборот, ускорение дефекации, то есть понос, да, или, наоборот, торможение, запор. Напряжение мышц промежности, которые приводят у мужчин к проблемам с простатой, у женщин к проблеме с ростом миомы матки. И там приводит к нарушению мочеиспускания. То есть женщины не могут удержать мочу полноценно, да, то есть нужно быстрее бежать, а то описываюсь. Вот. А мужчины ходят ночью в туалет, там по 7 раз встают, потому что, чтобы пописать. И так далее, и так далее. То есть все вот это все проявление вот этого самого хронического стресса.
кучу проблем. Почему и говорят, все болезни от нервов? Потому что так оно и есть. Потому что все органы наши нарушаются, работа органов нарушается при стрессе. Вот откуда это все берется. Вот. Спрашивается, а что сделать? А сделать как раз просто элементарно одну простую вещь. Нежели лечить там гидроцефалию, камни в желчном, герб, там, язву, какую-нибудь там миому матки и так далее. Вместо этого нужно сделать одну простую вещь. Нужно каждый раз после того, как понервничали, взять и там 15-20 минут побегать. Вы побегали, все, ваши мышцы поработали, все эти выброшенные гормоны стресса уничтожились, разложились, развалились. Вот. Именно потому, что мышцы поработали, а их работа вызывает уничтожение этих гормонов стресса. Все. И никаких последствий от стресса у вас не будет. Вот так, дорогие друзья, легко предотвратить различные последствия, которые вызываются стрессом. Просто до безобразия. Только нужно взять себе за правило каждый раз после того, как вы понервничали, бегать. А если нервничаете каждый день там на работе, например, просто возьмите за правило, каждый вечер пришли домой, взяли 20 минут, побегали. Все. Таким образом, никакой онкологии и никакого стресса у вас не будет. Благодарю вас, всего доброго и будьте здоровы, отрабатывайте свой стресс.